Яхахоу, Оз на связи. Уже даже ленивый геймоблогер сделал обзор на Assassin's Creed Black Flag, дабы подобрать кусочек хайпа, который раздают юбики в этом сезоне. Ну а я, как самый ленивый, решил последним вставить свои 3 копейки в эту ассасинскую вакханалию. Тем более, с этой игрой у меня были особые отношения, о которых я расскажу чуть позже. Я не буду пускать слюни на красивую картинку и визжать от восторга о возвращении короля пиратских экшенов. Я попробую снять ваши розовые очки и напомнить вам, что ностальгия — это самый дорогой товар в современной индустрии игр. Вместо того, чтобы на несколько лет закрыться в подвале и начать пилить достойную игру, юбики постоянно прикармливают нас какими-то ремастерами, ремейками, ну или вот сейчас ресинхрами. Пиратский ассасин Эдвард Кенуэй давно запал в души всем фанатам серии, а морские баталии мы до сих пор тепло вспоминаем с друзьями. Почему же выбор пал именно на пиратский сеттинг? И многие из вас думают, да потому что разрабы наконец-то услышали игроков, потому что игра обрела народную любовь фанатов, потому что история главного героя завораживает, да еще и много потому что... А нихуя, блядь! Не забывайте, что Ubisoft — это бизнес-машина, и их главная цель не угодить фанатам, а вытащить из наших карманов побольше бабла. Учитывая, что новая игра запланирована на 27 год, а в 25-м они совсем немного так обосрались, им очень нужно, чтобы их галка оставалась на плаву. После открытой презентации черного флага геймеры со всего мира начали писать кипятком от увиденного и насыпать восторженные отзывы разработчикам. И на самом деле есть за что, игра реально смотрится круто. Да еще и Ubisoft добавили вау-эффекта, сказав, что они полностью пересобрали игру на новом движке. Глаз твой пиздешь вижу. Улучшенная визуальная картинка благодаря новой системе освещения, новые боевые механики и элементы паркура, более динамичные морские сражения. Но это все тот же Black Flag 13-летней давности, который продадут нам по цене новой игры. По сути, они взяли механики из Shadows и натянули их на Black Flag, а морские битвы перекочевали из провальной игры, которую тот же самый Ubisoft Сингапур рожал аж целых 10 лет. Skull and Bones передала по наследству черному флагу более 50% всех 3D моделей окружающего мира, корабли и даже морские битвы скопипастили у самих себя. Зачем создавать по новой что-то в Карибах, когда у тебя уже все готово в Индийском океане? Это оптимизация расходов, поданная нам под видом эволюции графики. Такой подход может окупить провальную разработку игры за счет фанатов Black Flag и спасти от смерти франшизу ассасинов. Боевая механика и эти идеальные парирования, которые я нахваливал в своем обзоре про Shadows, в итоге перекочевали на Карибы. Дух кинематографичных сражений все-таки сохранился, но от него за версту воняет рисовой водкой и суши. А если еще и количество анимаций, киношных добиваний можно будет посчитать на пальцах одной руки, то это будет очень печально. Это печально. И я абсолютно уверен, что чем выше будет уровень сложности, тем больше ударов нужно будет нанести противнику, чтобы отправить его к капитану Флинту. А еще нам обещали, что это не будет РПГ. Ты что-то пиздишь, кажись. Подозрение ебать чувствую. И, скорее всего, это будет не РПГ в плане персонажа, а вот в плане корабля это будет не РПГ, а РПГище, блядь. И здесь в бой вступят микротранзакции, еще один пылесос бабла из карманов геймеров. Или ты будешь задрачивать галку по безумно красивым морям и островам в поисках ресурсов для прокачки корабля, или просто отлистаешь им немного зеленых тугриков и сэкономишь немного времени от своей единственной жизни. Да и карты сокровищ, скорее всего, тоже появятся в магазине. И самое печальное, что в игре не будет русской озвучки. Как ни крути, но локализация дает нам большее погружение и дарит эмоции. Мы переживаем кат-сцены вместе с персонажами и не отвлекаемся на субтитры. И по моему субъективному мнению, актеры русской озвучки отлично отыгрывают персонажей, зачастую даже лучше, чем оригинал. Я хочу отсосать тебе, Стив! Здесь все тебе хотят отсосать! Но Ubisoft, как известно, придерживается актуальной повестки дня. А еще они вырезали линию современности, добавили союзников и рассказали их истории через дополнительные миссии, которых не было в оригинале. И в целом мне понравилось то, что я увидел и услышал. Но почему-то многие блогеры, которые дрыгались в радостных конвульсиях в своих обзорах, упустили из виду системные требования. Поймите, я не хочу захейтить эту игру, потому что она оставила огромный след в моей жизни. Но вода и окружающий мир, особенно на движке Unreal, очень требовательны к железу. И тогда, в далеком 2014 году, в оригинальной игре, я решил выкрутить графику на максимум и отправился в морское
большое сражение. Примерно 40 минут баталий, и я смотрел в черный экран монитора, понимая, что в ближайшее время про компьютерные игры можно забыть. Да, блять, эта игра спалила мне видеокарту. Это была какая-то простецкая модель на 1 или 2 гигабайта, сейчас уже и не вспомнишь. Но тогда для меня это было словно серпом по яйцам. И теперь, почитав требования, я понял, что если захочу поиграть в 4К на ультрах, мне придется продать 2 своих сыновей в рабство. Потому что в эпоху искусственного интеллекта 24-гиговые видюхи стоят как мини-катер, на котором я могу отправиться в пиратское плавание в реальной жизни. Ну а если серьезно, я не нашел в списке свою 8-гиговую RTX 4060. И почитав немного отзывов на Reddit, сделал вывод, что если отключить трассировку лучей, то моей видюхи вполне хватит, чтобы поиграть хотя бы на средних настройках. Я не силен в технической части видеокарт, поэтому напиши в комментариях, как ты думаешь, смогу ли я со своей RTX 4060 на 8 гигабайт прожить еще пару лет, или все-таки пора искать работорговца? Получается, что требования к железу выросли раз в 10, но при этом картинка не стала в 10 раз лучше. Да и максимально заявленные 60 FPS на 24 гигах видеопамяти звучат ну как-то совсем бесперспективно. Поживем увидим, как говорится. Кстати, после презентации черный флаг просто с ноги влетел в толпу предзаказов в игровых магазинах и занял там почетные первые места. Ценник на этого цифрового Франкенштейна $70 за версию Deluxe Edition, в которой вы получите эксклюзивный бонус, шмот, клинок и пистолет для Эдварда. Ах да, еще и безделушку с уникальными чертами. Ярко выраженные черты черта. Где-то я это уже видел. А также мастер-пак для корабля, корпус, паруса, штурвал и фигурку для носа. Ах да, еще и нахуй ненужного котика. И учитывая, как коты любят купаться, для этого котика это будет незабываемое путешествие. А бонус действительно эксклюзивный. Полупокерский набор черной бороды можно будет получить, оформив предзаказ на стандартную версию, которая будет стоить $60. Черная борода в красно-розовом костюме. Гениальный контраст. Видимо, гомосятина все так же остается на повестке дня у Ubisoft. И главное, чтобы Черная Борода и Эдвард не полюбили друг друга по сюжету игры. И еще будут коллекционные издания, которые будут включать пластиковую фигурку Эдварда на палубе галки высотой аж 31 сантиметр. Кожаный дневник Эдварда с заметками и хрониками, тряпичную карту мира игры, стилбук с уникальным артом, металлическую брошь, которую можно носить на себе, и ноты пиратских песенок, оформленных как древний манускрипт. Ну и плюс делюкс-версия игры. Правда, игра заявлена как цифровой предмет, то есть диска скорее всего не будет, что, конечно, печально за целых $200. И продаваться это будет не везде, поэтому желающим купить такой набор нужно будет подсуетиться. Я бы с удовольствием приобрел именно такой комплект, и вы можете мне в этом помочь. Ссылка на донат в описании. Также игра будет доступна по подписке Ubisoft Plus за $18 в месяц. Там будут те же самые плюшки, что и в Deluxe версии. Но как работает эта подписка, я не в курсе, поэтому промолчу. А если ты знаешь, напиши в комментариях. И вроде бы все это звучит круто для отцов франшизы. Они уже наверняка считают прибыль. Но тут на сцене появляется защита от пиратов Денува. Какая ирония, ёпта. Эта защитка стала обязательным паразитом в каждой игре Ubisoft. Отчасти благодаря ей мы получаем такие завышенные требования к железу. Потому что пока вы будете крушить вражеские корабли, эта шлюшка будет отправлять проверку лицензии на серваки Ubisoft каждые 5 секунд. Каждый ваш пук в игре будет заставлять ваш процессор подтверждать, что игра легальна. И самое печальное для отцов франшизы, что хакеры нашли способ взломать эту защиту через гипервизор. И если в ближайшее время ничего не изменится, то игра будет взломана в день релиза, и мы, как настоящие пираты, сможем насладиться бесплатной версией повторной синхронизации черного флага. В общем и целом, игра вызвала у меня двоякое ощущение. Я вроде бы и рад перезапуску легендарной истории, красивой картинки, обновленному геймплею, и в то же время опасаюсь за свое железо. Не хочется повторять историю 13-летней давности. Ну и я искренне желаю, чтобы у Ubisoft все получилось. Они срубили бабла, поправили свое положение и наконец-то выдали нам новую достойную игру про ассасинов под кодовым названием Хексе. А что ты думаешь по этому поводу? Пиши в комментариях, а я попробую обменять свою почку на новую видюху. Оз был на связи, до встречи на Карибах.